США разрабатывают план смены президента Украины, Зеленский уже заявляет, просто так не уйдет, Кремль готовится к встрече Трампа и Путина, а в Украине скандал из-за ракетного удара России по украинскому полигону, где было построение военных. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Дальнобойный удар точно в цель. Беспилотники поразили российский объект, который находится практически в 2000 километров от Украины. Каковы последствия? Поиск виновных. Украинские военные устроили построение солдат недалеко от линии фронта. В этот момент оккупанты ударили по силам ВСУ «Искандером». Кто понесет наказание? Путин знает о скандале Зеленского и Трампа в деталях. Кремль впервые комментирует ссору в овальном кабинете. Чего хочет Москва и как отвечают в Киеве на Банковой. Детали. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Точный дальнобойный удар по стратегическому объекту РФ. БПЛА долетели до Уфы, Башкортостан. Расстояние от Украины практически 2000 километров. Попадание точно в цель. А цель — это Уфимский нефтеперерабатывающий завод. В РФ говорят, что произошло возгорание. Кадры, снятые местными, это подтверждают. Улыбаться там полыхает. Бля, мой Samsung не передает. А да глянем, да выйдем, да выйдем. Да, что ехать? Ну, ебать, прям полыхает, прям рядом. В Украине назвали беспилотники неизвестными. В Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины говорят, что Башкортостан – это один из крупнейших нефтеперерабатывающих центров России и входит в топ-5 таких центров. НПЗ имеет стратегическое значение для армии РФ, поскольку входит в группу предприятий, которые обеспечивают топливом вооруженные силы. Его продукция включает авиационное топливо, дизельное топливо для военной техники и смазочные материалы, необходимые для эксплуатации бронетехники, авиации и автомобильного транспорта. Готовятся к еще большему налету целых раев дронов с территории РФ уже в Украине. Оккупанты увеличили выпуск ударных беспилотников. Это признают в Главном управлении разведки Украины и говорят, что уже в скором времени россиянам удастся запускать 500 БПЛА за раз. До речі, в їхніх планах збільшити кількість пускових майданчиків, звідки вони будуть запускати безпілотники по нашій території. І за їхніми підрахунками, якщо вони виконають всі плани, які на сьогоднішній день вони є, на перше півріччя, то вони зможуть запускати одночасно близько 500 безпілотних літальних апаратів. Це дуже велика цифра. Ужасный скандал в Украине. Россияне нанесли ракетный удар по полигону в Днепропетровской области, где украинских военных командование собрало на построение. Трагедию уже признал командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый. А российские оккупанты тем временем публикуют видео удара. Весь ролик показать здесь мы не можем из-за правил Ютуба. Кадры вы сможете найти в нашем телеграм-канале Нехта Лайв. Тем временем Драпатый уже открыто пишет о том, что виновные в гибели военнослужащих в тылу, в частности те, кто собрал их на открытом полигоне недалеко от линии фронта, будут пытаться замять дело, скрыть правду за рапортами и в тумане бюрократии. Но хронология будет восстановлена посекундно. Кроме того, в ВСУ призвали генералов, офицеров, сержантов и солдат избавиться от формализма, бюрократии и легкомыслия, которые приводят к таким последствиям. Назначил независимую проверку с участием военной контрразведки, чтобы ни одна деталь не осталась без внимания, а виновные были названы и не смогли отмазаться. Я буду требовать строжайшего наказания. Те, кто годами продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, те, кто затягивает военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, те, кто самоутверждается не в бою, а притесняя подчиненных, все они позорят вооруженные силы Украины. Как много военнослужащих пострадало, до конца не ясно. Напомню, что это уже не первая подобная трагедия в Украине. РФ уже наносила удары по украинским военным во время построений недалеко от линии боестолкновения. Как вы считаете, какое наказание должны понести те, кто это допустил? И почему предыдущие события ничему не научили? Пишите в комментариях.
Зеленский должен уйти. Такие нарративы все чаще доносятся из Вашингтона. Республиканцы, сторонники Трампа уже открыто говорят, что им нужен сговорчивый президент Украины. В США хотят видеть человека, с которым можно вести дела, говорит Майк Уолтс. Bloomberg пишет, что некоторые советники Трампа настаивают на отставке Зеленского, и это условие должно стать частью любой сделки. При этом источники Bloomberg уточняют, что позиция Трампа менее жесткая, в отличие от позиции тех, кто его окружает. Тем не менее, смена президента Украины уже на устах людей в высоких кабинетах, и эти разговоры не утихают. Гудят и в Кремле. Там впервые прокомментировали перепалку Трампа и Зеленского в овальном кабинете. Все стандартно в заявлениях Пескова. Москва, которая начала войну, хочет мира, а Зеленский не хочет, считает пресс-секретарь Путина. Ситуация непростая в плане украинского регулирования. Российская Федерация продолжает свой диалог с Вашингтоном в плане нормализации наших двусторонних отношений, в плане обеспечения необходимых условий для нормального функционирования наших дипломатических представительств, без чего очень сложно обсуждать все остальные вопросы. CNN пишет, что ссора в овальном кабинете может ускорить встречу Трампа и Путина, и в Москве очень рады скандалу с Зеленским. Трамп вообще заявляет, что США должны меньше волноваться из-за Путина, ведь стоит подумать о бандах насильников, мигрантов и других преступниках в США. Ведь можно оказаться в такой ситуации, как Европа. Это была цитата. И уже 3 марта президент Америки собирается провести встречу со своими помощниками, чтобы рассмотреть возможность приостановки или даже отмены военной помощи США Украине, включая даже последние поставки боеприпасов и оборудования, одобренные и оплаченные во время президентства Байдена. Как вам такой поворот? Зеленский все же готов поставить свою подпись и заключить сделку с США, но теперь он ждет приглашения от Трампа для конструктивного диалога, решения реальных проблем, а также для решения серьезных вопросов. Зеленский уверен, что несмотря на ссору в Белом доме, США и Украина продолжат сотрудничество. Но если Америка прекратит помогать Киеву, то поможет в таком случае Путину. Украинский президент отказался обсуждать скандал с Трампом, но дал понять, что случившееся не принесло ничего положительного или дополнительного. Зеленский резко дал понять, Украина не готова к территориальным уступкам, никогда не признает оккупацию. Кроме того, украинский президент поставил точку в разговорах о смене власти в Украине. Уверяет, что менять его будет непросто, ведь он готов идти на второй срок. Есть еще одно препятствие для тех, кто не хочет видеть его в президентском кресле. Сложно будет не допустить его к новым выборам, говорит Зеленский. Но при этом вновь повторил, может покинуть свой офис на Банковой при одном условии. Я сказав, що я міняю на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилась, значить я виконав свою місію. Хоча, якщо чесно, це виглядає, що люди, не будемо казати їх посади, скажімо так, громадяни інших країн розказують українцям, який у них повинен бути президент. Особливо, якщо це люди займають офіційні посади. Це, якщо чесно, виглядає неконструктивно і недемократично. Париж и Лондон хотят перемирия в Украине. Франция и Великобритания предлагают режим тишины. Стороны не должны атаковать друг друга с воздуха, с моря и не устраивать атак на энергетическую инфраструктуру. Макрон предлагает такой режим на месяц, а вот на земле перемирие пока невозможно, считает президент Франции. Ведь тяжело будет отследить его соблюдение, так как линия фронта сопоставима линии Париж-Будапешт. Макрон также не верит в перемирие и прекращение огня, которые могут согласовать Москва с Вашингтоном. Ведь целью Путина является унижение Украины с помощью ее демилитаризации, ответил Макрон и на вопрос, когда Европа отправит свои войска в Украину. В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия, переговоров, которые займут несколько недель, а затем, когда мир будет подписан, развертывание войск. Мы хотим мира, но мы не хотим его любой ценой и без гарантий.
В Лондоне уже уточнили, что на данный момент согласованного видения идеи о частичном перемирии, о котором заявил Макрон, даже не существует. Об этом заявил британский министр вооруженных сил Люк Поллард в утреннем эфире Times Radio. Напомню, во время скандала в овальном кабинете Зеленский говорил Трампу о том, что Россия с 2014 года неоднократно нарушала режимы прекращения огня. В Киеве подсчитали, что это происходило как минимум 25 раз. Как вы относитесь к идее частичного перемирия? Поделитесь своим мнением в комментариях. США продолжают выдворять за границы штатов иностранцев. На этой неделе будут депортированы еще 10 узбекистанцев. Они вернутся на родину, хотя изначально их судьба была не определена. Планировалась отправка в Коста-Рику, но граждане настояли на возвращении в Узбекистан. Теперь их маршрут Нью-Йорк-Ташкент. Хотя Коста-Рика ранее согласилась принять 200 депортированных из Америки граждан, включая граждан Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана и Индии. В МИД Узбекистана заявляют, что Ташкент и Вашингтон тесно сотрудничают. Американские правоохранители обеспечивают безопасность депортации узбекистанцев. Всего же из Соединенных Штатов должна быть депортирована практически 1000 нелегалов из Узбекистана, а вообще количество иностранцев, которых выставят за пределы Америки, превышает 1,4 миллиона человек. Лукашенко отправляет сигналы в НАТО, готов к сотрудничеству. Сигнал из Минска непризнанный политик отправил в Софию. В Болгарии большой праздник – День освобождения. В своем официальном обращении Лукашенко выражает уверенность, что Беларусь и Болгария смогут найти пути для того, чтобы возобновить полноценные отношения, а народы начнут вновь вместе работать и дружить. Самопровозглашенный считает, что это содействие взаимопониманию на европейском континенте. Граждан страны Североатлантического альянса Лукашенко пригласил посетить Беларусь. В Беларуси всегда воспринимали Болгарию как важного европейского партнера с близкими ценностями и менталитетом. Минск и сегодня остается верным своим убеждениям, готовым к мирному созидательному диалогу с Софией на основе уважения и равноправия. Напомню, лидеры многих европейских стран просили своих граждан воздержаться от поездок в Беларусь, ведь силовики Лукашенко могут безосновательно задержать иностранцев. По данным правозащитного центра «Весна», за решеткой в Беларуси находятся граждане Украины, Японии, Польши, Швеции, США, России, Латвии и Литвы, Армении, Казахстана и Узбекистана. По состоянию на январь 2025 года узниками белорусского режима считаются 36 иностранцев. Всего же не менее 75 иностранцев подверглись политическому преследованию в Беларуси с 2020 года. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.